События вокруг сектора Газа вновь оказались в центре мировой политики. После месяцев боевых действий, дипломатических маневров и взаимных обвинений, конфликт между Израилем и палестинским движением Хамас неожиданно получил шанс на развязку. Хамас направил посредникам свой официальный ответ на мирный план президента США Дональда Трампа, предложенный в рамках нового ближневосточного урегулирования. Согласно заявлению движения, Хамас согласился освободить всех израильских заложников, включая живых и погибших, а также передать управление сектором Газа независимому палестинскому органу, который будет сформирован из беспартийных специалистов и технократов при поддержке арабских и исламских стран. Этот пункт стал главным сигналом того, что организация готова рассматривать возможность прекращения огня и перехода к политическому процессу. Тем не менее, представители Хамас подчеркнули, что ряд положений американского предложения требует уточнений. Речь идет прежде всего о гарантиях безопасности, судьбе палестинских заключенных, будущем вооруженных подразделений и долгосрочном статусе сектора. Хамас настаивает, чтобы все решения принимались в координации с палестинской администрацией и при участии международных наблюдателей, включая страны региона и ООН. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно. Президент Дональд Трамп назвал ответ Хамас важным шагом в правильном направлении и заявил, что видит настоящую возможность положить конец десятилетиям насилия. Американский лидер потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки, чтобы обеспечить безопасные условия для обмена пленными и запуска мирного процесса. В своем заявлении Трамп подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе, и дал сторонам крайний срок – до конца недели. По его словам, если соглашение не будет достигнуто, для Хамас начнется настоящий ад. Американская администрация расценивает этот план как ключевую часть новой стратегии Трампа по укреплению влияния США на Ближнем Востоке. Источники в Вашингтоне отмечают, что к формированию документа были привлечены советники по национальной безопасности, а также представители Катара, Египта, Турции и Саудовской Аравии. По словам Трампа, эти страны играют важную роль в обеспечении региональной стабильности и обладают влиянием на конфликтующие стороны. Согласно тексту соглашения, опубликованному в ряде ближневосточных СМИ, план предусматривает трехэтапную реализацию. На первом этапе Израиль освобождает около 2000 палестинских заключенных, включая 250 человек, осужденных на пожизненные сроки. В ответ Хамас передает всех израильских заложников и прекращает ракетные обстрелы. На втором этапе израильские силы постепенно выводятся из густонаселенных районов Газы, а управление территорией передается временной палестинской администрации. Третий этап включает в себя восстановление инфраструктуры, организацию международной конференции по будущему палестинского государства и проведение выборов в течение 18 месяцев. Израильская сторона заявила о готовности рассмотреть первый этап, однако подчеркнула, что не будет принимать условий, угрожающих безопасности страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что израильское правительство обязано вернуть всех своих граждан, но окончательные гарантии мира должны быть подтверждены не словами, а действиями. После заявления Трампа израильское командование получило распоряжение ограничить активные операции в Газе и перейти к оборонительному режиму, чтобы создать условия для возможного обмена пленными. На фоне этих событий внимание мировых СМИ привлекла роль Турции, которая активно включилась в процесс. Президент Реджеп Таyyip Эрдоган заявил, что ответ Хамас является историческим шансом на прекращение резни, и подчеркнул, что Анкара поддерживает идею создания независимого палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. Турецкий лидер также заявил, что его страна готова участвовать в восстановлении Газы и в формировании международных сил наблюдения. Однако одновременно с дипломатическими заявлениями Турция предприняла шаги, которые многие аналитики восприняли как стремление укрепить позиции перед Вашингтоном. Турция заморозила активы ряда иранских компаний и структур, связанных с корпусом стражей исламской революции.
Этот шаг был объяснен выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, но по времени совпал с публикацией сведений о возможной подготовке США и Израиля к ограниченной операции против иранских объектов. Американские источники сообщили, что Трамп лично поблагодарил Эрдогана за сотрудничество и за конструктивную позицию по палестинскому вопросу. По информации Axios, президент США во время телефонного разговора с турецким лидером прямо попросил его убедить руководство Хамас принять соглашение, отметив: «Я сделал для тебя многое, теперь помоги мне установить мир». После этого, по сообщениям СМИ, турецкая разведка активизировала контакты с представителями Хамас, что, вероятно, повлияло на смягчение позиции движения. На внутренней арене Турции ситуация остается напряженной. Инцидент с перехватом Израилем гуманитарных судов «Флорида» и «All-In» из состава международной флотилии «Сумуд» вызвал бурную реакцию. Среди задержанных оказались турецкие граждане, а также иностранные активисты. Анкара направила официальный протест и потребовала их немедленного освобождения, подчеркнув, что суда не несли военных грузов и следовали исключительно с гуманитарной целью. Несмотря на инцидент, Эрдоган продолжает придерживаться линии на дипломатическое урегулирование. Он заявил, что Турция выступает посредником не ради политических дивидендов, а ради прекращения страданий гражданского населения. В Анкаре считают, что именно через прямые переговоры при посредничестве США и арабских стран возможно заложить основу для нового регионального порядка, в котором Турция стремится занять роль балансирующего игрока. Позиция Египта остается сдержанной, но при этом Каир традиционно играет важную роль в посредничестве между Израилем и палестинцами. Египетские власти подтвердили готовность принять переговоры и обеспечить безопасность сторон. Однако представители египетской разведки заявили, что не допустят переселения жителей Газы на Синай, называя это «красной линией». Каир также требует гарантий, что новая администрация Газы не станет прикрытием для восстановления военной инфраструктуры Хамас. На этом фоне в Израиле усиливаются политические разногласия. Оппозиция во главе с Яиром Лапидом и Бенни Ганцем призывает правительство использовать шанс для установления мира. Лапид заявил, что впервые за долгие годы Израиль получил реальную возможность завершить войну с достоинством. В то же время бывший премьер-министр Нафтали Беннет раскритиковал действия США, назвав предоставление гарантий Катару ошибкой, ослабляющей Израиль. По его мнению, сделка в нынешнем виде может привести к усилению позиций Ирана и его союзников в регионе. Иран, как ожидается, выступит против американской инициативы. Представители Тегерана заявили, что мирный план Трампа игнорирует права палестинского народа и направлен на укрепление позиций США. Однако пока официальная реакция Ирана остается ограниченной, что аналитики связывают с попыткой избежать прямого конфликта на фоне экономического давления и угрозы изоляции. Тем временем в арабском мире реакция оказалась неоднозначной. Саудовская Аравия и Иордания выразили осторожную поддержку инициативе, назвав ее прагматичным шагом. Катар, который на протяжении последних месяцев играл ключевую роль в контактах с Хамас, заявил, что поддержит любую договоренность, если она приведет к немедленному прекращению огня и освобождению гражданских лиц. На Западе реакция в целом положительная. Евросоюз приветствовал американские усилия и подчеркнул, что любое соглашение должно соответствовать международному праву. В ООН также заявили о готовности направить наблюдателей для контроля за выполнением условий перемирия, если стороны достигнут окончательной договоренности. Несмотря на осторожный оптимизм, эксперты предупреждают, что соглашение остается хрупким. Главные сложности связаны с вопросом контроля над Газой, будущим палестинских вооруженных формирований и механизмами гарантий безопасности Израиля. Кроме того, остается неясным, каким будет политический статус нового палестинского органа управления и признает ли его международное сообщество в качестве официального представителя населения сектора. По мнению аналитиков, на этот раз уникальную роль играет фактор личных амбиций Трампа.
Для него успешное завершение конфликта может стать крупнейшим внешнеполитическим достижением и укрепить имидж лидера, способного решать глобальные кризисы. Однако, если переговоры сорвутся, ответственность за провал ляжет прежде всего на Вашингтон. На данный момент все стороны демонстрируют готовность к диалогу, но каждая преследует собственные цели. Израиль стремится вернуть заложников и ослабить военную инфраструктуру Хамас. Хамас – получить политическое признание и сохранить влияние. США хотят закрепить роль основного посредника, а Турция и Египет – использовать дипломатическую активность для укрепления своих позиций в регионе. Таким образом, мирный план Трампа стал точкой пересечения множества интересов – политических, военных, экономических и символических. И хотя вероятность полного урегулирования пока оценивается экспертами как умеренная, сам факт движения сторон навстречу уже является редким явлением на фоне многолетнего противостояния. Ближний Восток снова оказался на историческом рубеже. Впереди дни, которые покажут, готов ли регион к компромиссу или очередная попытка закончится, как и многие прежде, новыми обещаниями без реальных результатов. Но впервые за долгое время мировая дипломатия видит шанс, пусть и хрупкий, на то, чтобы прекратить войну, которая длится уже десятилетия и унесла тысячи жизней. Если хотите быть в курсе самых актуальных новостей и аналитики со всего мира, подпишитесь на Reg News и включите уведомления. Здесь мы рассказываем о событиях так, как они есть, без прикрас и спешки, чтобы вы всегда понимали, что происходит на международной арене.